Двери возможностей, кажется, закрылись. США считают ответственными за эскалацию не Азербайджан, а Армению. Всегда важно узнать, что происходит в Армении и вокруг нее, опираясь не на заявления армянских официальных структур. Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это сообщение полно важных месседжей. Госсекретарь осудил чудовищные военные преступления Кремля в Украине и подчеркнул неизменную приверженность США и их партнеров делу привлечения Российской Федерации и ее пособников к ответственности за неспровоцированную и неоправданную войну против Украины, говорится в сообщении. И это важный момент. По сути, Блинкен указал на то, чего ожидают США от Армении. От Армении ждут открытого осуждения войны России против Украины. И если раньше еще была возможность, то отделаться общими формулировками, то сейчас этого нет и близко. Потому что весь мир увидел то, что произошло в Буче. Мы все это тоже видели. И назвать все иначе, чем преступлением против мирного населения, как ни крути, не получается. Нет, США не требуют от Армении присоединиться к санкциям против России. Там прекрасно понимают нереальность этого требования. Но все же американская сторона все конкретнее намекает на важность осуждения действий России, хотя бы таких, какие себе позволяет Казахстан. А там открыто заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Там открыто заявили, что Россия требовала от Казахстана признать самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Но Республика Казахстан не пошла на это. Более того, Республика Казахстан поставляет гуманитарную помощь Украине. Плюс, в этой стране регулярно проводятся антироссийские митинги. У Армении ничего этого и близко нет. И данный факт фиксируют не только в Киеве, но и во всем мире, в том числе и в США. Что очень даже тревожно для Армении. Потому что Россия не собирается останавливаться. И это видно не только из выступлений руководителей этой страны. Независимый Левада-центр опубликовал новый опрос о рейтинге Владимира Путина и правящей партии в России. Согласно его результатам, как ни странно, поддержка властей серьезно выросла за последний месяц. Например, уровень одобрения президента Путина в феврале был 71%, а в марте стало 83%. Это первый опрос Левада-центра после начала боевых действий в Украине. Он был проведен спустя месяц после вторжения. И он показал, что дело уже не только и не столько в Путине. Россияне сами настроены на продолжение этой неспровоцированной и неоправданной войны. Они готовы ее продолжать, несмотря на санкции и все, что из них вытекает. И нам нужно понимать все это. Потому что Россия требует от руководства Армении того же. То есть, поддержки своих действий в Украине. До победного конца. И тут приходится признавать, что у России гораздо больше механизмов давления на Армению, чем себе представляют США. Блинкен сделал вид, что его это мало волнует. Его заявление говорит о том, что США дальше не будут понимать специфику положения Армении. Но важно не только это. Госсекретарь Соединенных Штатов подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе. Это он сказал не в разговоре с президентом Азербайджана Алиевым. Это он заявил премьер-министру Армении, из чего рождается логичный вывод о том, что США считают ответственными за эскалацию не Азербайджан, а армянскую сторону. Это уже более чем серьезный месседж. Это опасность новой сложившейся ситуации для Армении, при которой, как ни крути, но Армения воспринимается и будет восприниматься как стратегический союзник России, тогда как Азербайджан и Турция, по мнению Запада, таковыми не являются. Наоборот, они считаются союзниками Украины, о чем в Киеве часто говорят и даже иногда хвалят Азербайджан. Кажется, двери окончательно закрылись, и теперь уже остается ждать, чем все это обернется для Армении. Ожидания для Армении самые тревожные.